Всем привет, с вами Делириум, и сегодня мы с вами разберем билды на силу и проворку, выясним, какая броня лучше для PvP, а также я покажу, что использую сама. Начнем с силы. На экране представлен основной билд, который подходит для всех видов силовой брони. Прошу заметить, я не вкачиваю 5 очков в мастерство, а трачу их на проворство. Это повышает мой урон и скорость переката. Перейдем к броне. Первое, что мы разберем, это тяжелая силовая броня. На экране стандартный вариант комплекта, в котором бегает большинство игроков. Но мы можем добавить альтернативные варианты. Нагрудник мы можем поставить горно. У него те же характеристики, что у тяжелого легиона, но выше прочность доспеха. Перчатки Джилы мы меняем на перчатки Змея. Это даст нам плюс 8 к силовому урону. Сапоги Заступника мы меняем на цепкие сапоги. Это даст нам плюс 22 стамины. Также можем поменять на Змея. Это даст нам плюс 51 груза. Или на сапоги Курока, плюс 36 груза. Важно! Для тяжелой брони обязательно нужен баф на облегчение, иначе вы не сможете нормально лутать и будете на грани перегруза. Далее переходим к легкой силовой броне. Здесь вариаций гораздо больше. Основная комбинация на экране. Что мы можем здесь поменять? Голову можем поменять на нетопыря, что даст нам плюс 68 к здоровью, или капюшон выживальщика, что даст нам плюс 48 к здоровью и 36 веса. Нагрудник можем поменять на горну пустоты, он даст такой же урон, но повысит прочность. Или островного корсара, он даст нам плюс 48 к хп. Перчатки Джилла мы можем поменять на перчатки змея, это даст нам плюс 8 к силовому урону. Сапоги мы можем поменять на змея, плюс 51 к грузу, или курока, плюс 36 к грузу. Также есть сеты, где каждая часть дает урон к силе. Военный советник. Он изучается через верстак исследователя. Требуется роскошное лемурийское украшение. Каждая часть дает плюс 8 к силе. Но есть большой минус. Он очень дорого крафтится, требуется много элдариума. Советую крафтить одну-две детали, чтобы дополнить основной сет. Змеиный сектант. Это базарный сет, он не особо топовый, но имеет место быть. Каждая часть дает плюс 5 к силовому урону. Он хорош, если другой брони пока что нет. Альтернатива этому аргосская броня из ДЛС, которая дает тоже плюс 5 к силе за каждую часть. Переходим к проворному билду. Основной билд на экране. Если вы играете с луком, ставьте перк на быструю стрелу и выпад с переката. Но в большинстве случаев использую двойной прыжок, он дает лучшую выживаемость. Переходим к проворной броне. Основной вариант комплекта на экране. Давайте рассмотрим замены. Голову можем заменить на обличие жила. Он дает больше брони и тот же урон. Либо на нетопыря, плюс 68 к хп. Или капюшон выживальщика, плюс 48 хп и плюс 36 веса. Нагрудник мы можем заменить на егеря, обычного либо островного. Обычный даст нам плюс 8 к проворному урону и плюс 7 к стамине, а островной нам даст плюс 8 к урону и плюс 13 к хп. Перчатки то же самое. Либо обычный егерь, либо островной. Дает те же характеристики, что и нагрудник. Штаны тоже обычный егерь, либо островной, а также можно использовать легион. Он дает плюс 8 урона и больше брони. Сапоги у нас также идут обычный или островной егерь. Также можно надеть сапоги змея на плюс 51 грузу или курока на плюс 36 груза. Также есть сеты, в которые каждая часть дает урон проворного оружия. Ритуальный танцор. Его каждая часть дает плюс 8 к урону. Он продается на базаре. Черный корсар. Тоже дает плюс 8 к урону. Изучается в пиратской бухте на основной карте. Минусы. Сложно фармить абонитовый шелк. Сет нельзя перекрасить, даже если он трансможенный. Теперь давайте разберемся, где найти всю показанную броню. Начнем мы с вами с брони Легиона. Она изучается в Черной башне через скрижаль возле босса. Весь путь до босса показан на экране.
Далее мы с вами изучим броню Заступника. Она изучается в Клоэле через скрижаль возле босса чемпиона арены. Перед тем, как попасть в самую правую дверь, вам потребуется ключ. Для него нужно пройти 3 двери и убить всех боссов. С них вы получите статуэтки, которые вам нужно будет поставить в нужные ячейки. И после этого вы получите ключ, с помощью которого сможете пройти дальше. Перейдем с вами к уроку. Нужно пройти данж Курока и изучить скрижаль, которая находится слева в самом конце прохождения данжа. К сожалению, в локалке я не смогла зайти в этот данж, но думаю, на сервере вы сможете туда попасть. Для этого вам понадобится 30 кровавых кристаллов. Далее мы с вами изучим цепкие сапоги. Для этого вам нужно переместиться на эту точку, и вам откроется путешествие. После того, как оно откроется, сразу активируйте его и ползите наверх. Там вы встретите человека, который поможет вам пройти дальше это путешествие. Сет горной пустоты. Он изучается в провале возле обелиска, через скрижаль в яме с драконом. Чтобы изучить егеря, как обычного, так и островного, вам придется пройти все этапы путешествий. Чтобы открыть путешествие на основной карте для егеря, вам нужно отправиться в начальную локацию Клоака. И там вам нужно зайти вовнутрь здания, и тогда у вас откроется The Drex, то есть Клоака. И после этого у вас появится в путешествии ваше путешествие на егере. Чтобы открыть путешествие на островного егеря, вам нужно будет перейти на карту Сипта, дойти до любого данжа на карте, которые отмечены черными квадратиками. И как только вы подойдете к любому из данжей, у вас скроется путешествие «Островной егерь». Проходите все этапы путешествий, и егерь ваш. Чтобы изучить сеты Джилла, Змея и Нетопыря, вам нужно перейти на остров Сиптах и дойти до данжей Джилла, Змея и демонов-нетопырей. После этого убить боссов, и в конце вам нужно будет использовать свиток для изучения.
Обычный корсар изучается в Пиратской бухте. Книжка находится возле одного из черных корсаров. Островной корсар изучается в лагере под названием Плевок, который находится на острове Сиптах. Книжка для изучения находится на разрушенной лодке за кроватью. Чтобы изучить сет «Военный советник», для начала нужно сходить в данж королевы ведьм, и там изучить лемурийский сет. Теперь мы с вами можем изучить военного советника. Для этого вам нужно скрафтить в броннике любую часть лемурийского сета, который вы изучили, и положить его в верстак для исследований. И сразу здесь мы можем с вами изучить капюшон выживальщика. Для этого вам нужно в талантах изучить легкий тюрбан, скрафтить его в броннике и также положить его в верстак для исследований вместе со старым элдариумом. Регалию зверя мы можем получить только из ивента от разработчиков под названием «Священная охота», либо же через магазин сервера, если вы играете на частном сервере и у вас разрешено использование регалии зверя. Теперь давайте разберем, что я использую в PvP. В силовом билде я использую такой сет брони. Он самый дефолтный, как я показывала вам в самом начале. И дополняю его сумку на переносимый вес, потому что я не использую сапоги змея и либо курока. Сумка на переносимый вес — это очень важный атрибут в вашем инвентаре. С помощью нее вы можете лутать трупы прямо во время файтов. Без этого вы мгновенно встанете в перегруз. Есть два варианта сумок на переносимый вес, и все они крафтятся в обычном верстаке бронника. Допустим, вы убили противника, и вам нужно быстро забрать его лут. Так вы встанете в перегруз. Но если вы наденете сумку, вы сразу выйдете с перегруза и продолжите дальше файт. Но желательно сумку трансможить чем-нибудь, потому что она очень объемная и будет мешать вам концентрироваться на файте. В проворном билде я использую такой вариант брони. Для меня это самый оптимальный, потому что я сохраняю прирост к урону хороший, и плюс у меня есть стамина с джилом, который как раз таки восстанавливает ее чуть быстрее. И, допустим, если на вас напали, вы убили человека, вам нужно его залутать, вы также встаете в перегруз и используете сумку. Ну и также с ней можете убегать, либо драться дальше. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным и актуальным. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу. До новых встреч. Пока-пока.